Здравствуйте, дорогие зрители! Приглашаю вас на мастер-класс по рисованию на торте. Торты с рисунками всегда популярны и пользуются спросом. В этом торте я попробовала соединить рисунок и цветы из сахарной мастики. Те, кто еще не пробовали рисовать на тортах, приглашаю вас прямо сейчас посмотреть и убедиться, что это не так сложно, как кажется. В самом начале нам нужно подготовить краску для рисования. Для этого нам понадобится палитра. Мы будем использовать обычные сухие красители. Для рисования нам понадобится светло-розовый, яркий розовый, желтый, черный цвет. Для того, чтобы цвета были более насыщенными и не были прозрачными, поэтому обязательно добавляем белый сухой краситель к каждому цвету дополнительно. Теперь разводим краску с небольшим количеством воды. И теперь хорошенько нужно смешать. К черному красителю, если мы добавляем белый краситель, у нас получается серый. Нам, в принципе, нужен серый. Для рисования таким способом можно использовать любой стабильный крем. В данном случае я использую ганаш. Рисовать можно только на холодном торте. Как вы видите, у меня необычный фон под рисунок. Основа у меня была белый ганаш, и я его затонировала сиреневым цветом. Для рисования нам нужно всего 2 кисточки. Вот такая очень тонкая. И вторая кисточка для растушевания номер 2 или 3. Птичку я буду срисовывать вот с этой картинки. И для удобства я держу телефон с этой картинкой прямо возле себя. Сканы с некоторыми вариантами таких птиц я оставлю у себя в телеграм-канале, поэтому ссылка есть в описании под видео. Переходите по ссылке и подписывайтесь на телеграм-канал. Берем тонкую кисточку и светлый серый цвет. Сначала рисуем контуры. Обозначаем нашу птицу, где она у нас будет находиться. Птица находится вверху торта. Вот и сначала мы срисовываем контуры. Обозначаем размер птицы и только контуры рисуем. Забыла снять. У меня стоят несколько стаканов с простой водой. Это нужно обязательно для того, чтобы промывать кисточки, если мы меняем цвет. И желательно возле себя иметь сухие чистые салфетки, чтобы кисточки протирать. После того, как мы нанесли контур, теперь нам нужно затушевать. Берем кисточку толстую. Сейчас я также набираю серый цвет. И вот мы затушевываем места, где у нас по рисунку серый тон. Затушевываем цветом. Сильно прижимать не нужно. Вот легонько такими мазками. Другую часть птицы затушевываем светло-розовым. Получается вот такая заготовочка, набросок, как говорится. И теперь будем придавать нашей птичке более яркие очертания. Дополнительно берем еще, вот я взяла еще черный цвет и буду смешивать, использовать и черный, и темно-серый. Вот теперь тонкой кисточкой наносим более четкие контуры. Рисование — это такая штука, что краска наносится слоями. Сначала идут светлые тона, потом темные, потом могут идти опять светлые. То есть вот эти все элементы мы дополняем, меняем цвета, сглаживаем контуры, подрисовываем. Вот в итоге благодаря игре вот оттенкам, теням и в принципе создаются вот настоящие картины. Разделяем темно-серым область головы и туловища. Но эту область мы растушуем. Она не должна быть такой четкой. Растушевать краску можно просто влажной кисточкой. Вот, когда мы растушевываем, у нас получается такой плавный нежный переход как бы. Если во время рисования у вас появляются такие скатыши, как у меня на видео, ничего страшного, можно их вообще не трогать. Когда рисунок подсохнет, они легонько смахиваются кисточкой. Или можно сразу убрать, если это возможно.
Сейчас я уже буду добавлять светло-желтый. Вот слегка в некоторых местах, не везде. Вот здесь немножко желтого. Так, здесь еще дорисуем возле клюва более темное место тонкой кисточкой черного и растушуем. Сделаем плавный переход. И теперь нарисуем клюв. Могу сказать, что клюв несложно рисовать, но иногда он не получается таким, как должен быть. Вот, пока у меня кисточка в черной краске, я еще пройдусь, подкорректирую, где нужно черным. Вот здесь у нас по крылышкам черные элементы. Делаем крылья более выразительными. И внизу мы накидываем хвост, но он не будет четким, просто будет как силуэт хвоста. Здесь немножко контур делаем более выразительным. И в некоторых местах, если нужно затемнить, то я вот пройдусь черным и сейчас растушую. Будет как раз то, что нужно. Вот, теперь нам нужно сделать на туловище более светлое место. Беру светло-желтый, и такой вот переход будет к ярко-розовому. Ярко-розовый наносим постепенно, небольшим количеством, потому что если мазнем очень много, потом его убрать будет сложно. Поэтому я аккуратненько понемножку так. Еще в некоторых местах сделаем также розовый акцент, буквально несколько мазков таких розового цвета. Вот теперь уже рисуем такой яркий розовый, так чтобы у нас краска плавно переходила друг в друга. Вот еще немножко желтого добавлю и смажу, сделаю плавный переход, такое соединение. Обратите внимание, что мазки идут в таком направлении, как растут перья у птицы. Перед тем, как рисовать глаз, смотрите на картинку, где он находится. На данной картинке глаз находится чуточку выше, чем клюв. Не по центру, а немножко выше. Глаз мы делаем круглым и просто рисуем черным цветом. Вот теперь тонкой кисточкой белый цвет. Белый я взяла гелевый краситель. Ставим точку блик на глазу. И пока у меня краска есть на кисточке, сделаю несколько мазков белого цвета по туловищу, по крылышкам. Вот здесь немного, здесь. Видите, как только добавляется новый оттенок, вот сейчас после белого, сразу картинка меняется. Ну, в принципе, наш рисунок почти нарисован. Если в дальнейшем дорисовывать ветку, то вот здесь можно как бы нарисовать основу, но этот участок у нас будет закрыт цветами, поэтому я не буду здесь рисовать уже. Но вот как вы сами убедились, ничего сложного нету. Можно спокойно брать любые картинки и срисовывать. Вот, и сюда я решила прикрепить веточку душистого горошка. На видеоурок я оставлю ссылку в описании, вы можете посмотреть, как сделать такие цветы. Ну вот, по-моему, смотрится замечательно. И в дополнение я уже не снимала, здесь нарисовала теми же красками вот такие еще беленькие мелкие цветочки. Надеюсь, что этот урок будет для вас полезным. Желаю вам творческих успехов. Напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. Если у вас будут вопросы, пишите свои комментарии. И до встречи в следующем выпуске.